Приветики, ребят, с вами Алзирочка Ким. Девочки, это видео специально для вас. Я же знаю, что вам такое нравится. Представляю вам мою подборку 5 романтических дорам, где богатые парни влюбляются в главных героинь. Но также это мои любимые дорамы, так что вам точно понравится. Если это видео наберет 100 лайков, тогда я выпущу вторую часть. Приятного просмотра! Итак, первая дорама «Силачка до Бон Сун». Всего 16 серий. Производство Южная Корея. Жанры: детектив, романтика, фантастика, комедия. Но самое главное, в главной роли снимается Пак Хён Шик, мой любимый актер. А какой любимый актер у вас? Ответ в комментарии. Дорама про девушку по имени До Бон Сун, которая с рождения наделена сверхчеловеческой физической силой. Если она не будет осторожна, то с легкостью сломает то, к чему прикасается. Она влюблена в героя по имени Гукду. Он полицейский и обожает придерживаться установленных правил. Девушка отчаянно хочет походить на его идеальный тип – милую и изящную леди. Благодаря своей физической силе Бон Сун получает работу в качестве телохранителя избалованного богача Ан Мин Хёка, которого играет Пак Хён Шик. Ага-га. Ан Мин Хёк является директором компании, занимающейся созданием видеоигр. В отличие от Гукду, Мин Хёк высокомерный чудик, пренебрегающий всякими правилами. Также в дораме появится маньяк, который будет похищать девушек, что делает эту дораму еще более интересной. А вторая дорама «Цветочки после ягодок» или «Мальчики краше цветов». Ребят, если вы еще не смотрели эту дораму, то бегом смотреть, потому что она легендарная. Ну серьезно, там 4 красавчика снимаются. Есть японская версия, корейская, ну и китайская версия. Просто в китайской версии название совсем другое, там «Сад падающих звезд». Мы поговорим о корейской версии. Там всего 25 серий. Жанры: романтика, школа, комедия. Как я и говорила, производство Южная Корея. Там, кстати, снимаются 2 моих любимых актера — Ким Хён Джун и Ли Мин Хо. К сожалению, я смотрела только китайскую дораму и корейскую, а японскую не смотрела. Руки еще не дошли, но обязательно посмотрю. А вам советую сначала посмотреть корейскую версию. Ну, а про китайскую я расскажу вам во второй части. Дорама про Гын Чанди, обычную ученицу средней школы, семья которой владеет химчисткой, расположенной возле роскошного и известного колледжа Шинхва, где учатся просто богатые и самые богатые дети Кореи. Однажды она отправляется в эту школу отнести клиенту школьную форму, но этот самый клиент собирается спрыгнуть с крыши высшей школы Шинхва. Чанди не может просто стоять и смотреть, как человек хочет свести счеты с жизнью и предотвращает его самоубийство. Новости о ее подвиге расползлись по всему городу. На следующий день после этого случая простой народ заговорил сразу после издания статьи об этом случае в одной из корейских газет. Это почему в Шинхва учатся только богатые? Почему там происходят странные вещи, вроде самоубийства путем прыжка с крыши? После этого жизнь Чанди сильно усложнилась. Она была вынуждена перевестись в эту самую школу на льготных условиях, чтобы школа не потеряла свой авторитет. И ей пришлось согласиться, так как ее родители и она не могли пропустить такой шанс учиться в одной из самых дорогих и лучших школ страны. Но в этой школе Чанди встречает 4 самых богатых и влиятельных парней, известных как F4. Чанди пытается избегать встреч с F4 как только может, потому что она знает, что случается с теми, кто противостоит им. Однако, когда знакомая Чанди Минхи случайно роняет на ботинок лидера F4 мороженое, она вынуждена объявить войну лидеру F4 Гун Джун Пё. А вот как проходило их противостояние, вы можете посмотреть в дораме. Третья дорама «Наследники». Там снимается Ли Мин Хо
в главной роли, но также там снимается Пак Хён Шик, но во второстепенной, но все равно он там есть, так что можно посмотреть на таких красавчиков, там очень много красавчиков, ребят, если не смотрели, обязательно посмотрите, мне очень нравится эта дорама, очень. Жанры: школа, комедия, романтика, драма. Всего 20 серий и производство Южная Корея. Ну, уже понятно, потому что там Ли Мин Хо снимается. История о группе привилегированных школьников, детях мировой элиты. Они растут, зная, что в будущем станут во главе родительского бизнеса. Их жизнь течет по намеченному руслу. Лишь одно вне власти и самих будущих бизнесменов и даже их всемогущих родителей – любовь. Главная героиня Чхаен Сан приезжает в Штаты для поисков своей сестры. Там она встречает Ким Тана, богатого наследника Empire Group, который учится в США. На самом деле это своеобразное изгнание, пока его старший сводный брат Ким Вон пытается захватить семейный бизнес. Богатый наследник влюбляется в главную героиню, не зная, что она дочь домработницы его семьи. Когда приезжает его невеста Рэйчел Ю, чтобы вернуть его в Корею, сердце Ким Тана разрывается между любовью и долгом. Тем временем сводный брат Рэйчел, Чхве Йон До, тоже влюбляется в Инсан, и в дораме появляется любовный треугольник. Сразу два богатых красавчика пытаются завоевать сердце бедной девушки. Что может быть лучше? Четвертая дорама «Босс и я» или «Пора кушать Шань-Шань». Всего 33 серии. Жанры: романтика, бизнес. Производство Китай. Кстати, эта дорама одна из моих первых дорам. Она очень милая и запоминающаяся. Я несколько раз пересматривала эту дораму. Серьезно, если хотите милоты, смотрите. У главной героини Шань-Шань очень редкая группа крови, а у сестры президента огромнейшей компании такая же группа крови, и ей срочно требуется переливание. В знак благодарности за помощь Шань-Шань получает работу в престижной компании, ежедневные бесплатные обеды, а также повышенное внимание к себе со стороны президента компании, а значит и всех ее сотрудников. И хотя президент молод и хорош с собой, он пугает Шань-Шань своей беспредельной строгостью и суровостью, а ежедневные обеды – одно сплошное беспокойство. Если сказать кратко, президент постоянно зовет главную героиню Шань-Шань кушать в свой кабинет. Да, просто кушать. В качестве благодарности. В их отношениях не все гладко, поэтому там 33 серии. Главная героиня постоянно косячит. Но несмотря на глупость главной героини, эту дораму стоит посмотреть. Пятая дорама «Не целуй меня, мистер Дьявол». Она последняя в этом топе, так что если хотите продолжение, ставьте пальчики вверх под этим видео. Жанры: романтика, комедия, школа. Там целых 3 сезона. Но я посмотрела только 2, потому что в 3-м сезоне уже другие актеры, и для меня это уже как отдельная история. В 1-м и во 2-м сезоне 23 серий, а в 3-м аж 46. Производство Китай. Дорама о девушке, которая остается полной сиротой, так как ее мама перед смертью стала донором богатого мужчины и взамен попросила лишь о том, чтобы он опекал ее дочку. Таким образом, главная героиня попадает на попечительство в богатую семью, а также становится ученицей элитной школы, где ей нет спокойной жизни, так как на ее пути встретился настоящий дьявол. Этот дьявол является сыном семьи, которая приютила девушку. Сначала они враждуют между собой, но потом увидите, когда посмотрите дораму. Буга-га-га-га. И на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас люблю. Пока-пока!